Доброе утро, друзья, всем. Мы с Витей поехали в лес грибочки искать. Сегодня 11 число. И поехали через нашу мусорку, хотя правильнее это называется экоцентр, там, где сортировка всяких материалов происходит. Мы привезли картон, стекло и металл и увидели, что сегодня у нас приехали еще несколько контейнеров, которые можно... Они не постоянно здесь находятся. Видите, показывает, как он стекло выбрасывает. Приезжают в какой-то определенные дни. У нас даже где-то есть календарь, можно посмотреть этот график. И можно выбросить те материалы, которые, которых постоянно здесь нет контейнеров. Всякие, там, я не знаю, технику поломанную, мебель и так далее. Видели, что пару стоят контейнеров. Сейчас подойдем, спросим, до скольки они сегодня будут работать, потому что у нас тоже есть что выбросить. Решили мы вернуться домой, взять, там есть у нас кое-что старое, от тумбочки полочка и трубка от пылесоса ненужная. Мы брали две, потому что не знали, какая нам подойдет. Одна осталась, вторую нужно выбросить. Потому что спросили, ребята сказали, что еще часик, там полтора, они закрываются. А такая, именно такая переработка мусора у нас далеко не каждый день, они только по некоторым дням приезжают несколько раз в году. Надо, кстати, сейчас спросить, когда будет следующий раз. Может быть, матрас там один старый выбросим. Все, вернулись, оставляем машину, забираем велик и опять едем в лес. Пейзажи у нас тут особо не меняются. Или коровки тут пасутся, или барашки. Там автобан. Мы едем в лес. Шляпка такая красивенькая. Старенький уже. Ну что, мы его вот так вот разрежем. А вот посмотри хоть. Смотри, какой маленький. Видишь? Видно его? Опустись. Смотри, какой малюсенький. И уже тоже начал кто-то кушать. Рядом вот орехи. Ой, какой красивенький. Орехи и белочка покушала. И этот гриб, по-моему, размером с орех как раз. Покажи, что еще у меня в корзинке есть. Ну, видно, один грусть, сыроежка, маслятки. Маслята. А вот тут речка течет. Нашли опята вот такие. А Витя говорит, они несъедобные, их нельзя брать. Ну как это несъедобные? Вон шляпка, под шляпкой пленка. Вот, пожалуйста. Все кумпалагязы, как говорят молдаване. Все как положено. Да, опята. А грибы где? Возле нее. Где? Покажи. Вижу. Где грибы? Сейчас она будет прыгать. Где грибы? Ну, она какая спряталась. Вот опятки. Вот. Вот. И вот тут, и вот тут. И вот там впереди тоже много. Набрали мы опят. Столечко, две большие миски. Это разные. У этих ножка толстая, по-моему, зимняя. А вот это, по-моему, которая летняя, с тонкой ножкой. Я все пересмотрела еще 10 раз. Еще позвонила подружке в Карпаты. Она как раз сейчас тоже грибы насобирала. Она, правда, белыми там хвасталась. Вот, проконтролировала все, что собрала, показала ей. Это летние такие опята сверху. Чешуйки вот здесь, ножка тонкая, и с этой стороны юбочка. Вот у молодых она закрывает, у более взрослых уже на ножке болтается. Вот, сейчас буду их партиями варить. А это грузди. И одна большая там сыроега у меня была. И один то ли подберезовик, то ли подосиновик, я их все время путаю, повесила вот сушиться на ниточке, порезала на кусочки. Я сегодня решила не ждать Витю. Обычно, пока он приходит в четверг, после работы, пока покушает, пока мы поставим стирку, пока она постирается, уже ночь на дворе. А так я сама поставила, разобралась, звонила все-таки ему по телефону, забыла, как этой штукой пользоваться. Но все сделала, вот стирка закончилась, машинка открылась. Сейчас заберу готовую стирку и развешу все на улице.
Днем солнышко, ветерок может быть небольшой, к вечеру он уже все и высохнет. И поставлю вторую порцию на сегодня. После обеда решила сгонять на автобусе в магазин Коп. Он недалеко от всех Lidl, Aldi. Немножко так отдельно стоит. Но только здесь можно купить сырую свеклу. Я покупаю сразу несколько штук, делаю заготовку. И потом долго себе варим борщи. Вот он Коп. И вот она, сырая свекла. Еще она и био. Поэтому стоит 5,50. Наверное, самая дорогая свекла в моей жизни. Еще мне Ксения дала задание вот это тесто слоеное купить. Оно без пальмового масла. И по цене по-хорошей. Еще вспомнила, что у нас закончилась гречка. 500 грамм, 2,95. Еще вспомнила, что у нас закончилась орзо. Это такая мелкая крупа. Похоже на перловку. Это и есть перловка, только какой-то такой сорт, который быстро варится. Но почему-то ее тут нету. Может, в Мигросе, может, я перепутала. Это не в Копе я брала. Еду в лес за грибами. Хоть не очень хорошо себя чувствую. Заболели мы все. А тут на автобане такая пробочка, потому что все машины убрались. С основной трассы отправляют на такое ответвление и прогоняют через полицейский такой, так сказать, загон. Или как раз, два, три или четыре полицейские машины стоят. Надеюсь, что это так. На всякий случай ничего страшного не случилось. Оставляю велик на своем привычном месте. И иду, пробегусь, проверю опять. С утра уже сегодня съездила в город по просьбе одной хорошей знакомой. Вернее, пока еще мы не очень хорошо с ней друг друга знаем, но уже очень хорошо как-то так подружились, и есть нам о чем общаться. Ехала я один раз. Ну, это вот опятки, но, по-моему, уже переростки. Вот такие не хочу большие собирать. В общем, я ехала один раз из Кура. Тоже опята. Ну, как всегда, елки. Я пока приду, уже все переросли. Ехала я из Кура в автобусе. И по телефону мне в это время позвонила подружка моя, одесситка. И мы с ней какое-то время там разговаривали по телефону. Положила я трубку. Женщина на соседнем сиденье обратилась ко мне. Говорит, я вот услышала ваш разговор. Вы, наверное, из Украины. Я говорю, да. В общем, мы с ней разговорились. Остаток дороги общались. Она сама из-под Киева. И они живут в Куре. То есть она ехала из Кура в Тичино куда-то там. А я, наоборот, была в Куре, как бы в гостях, и ехала уже домой в Тичино. Вот, в общем, мы с ней обменялись телефонами, обещали еще встретиться как-нибудь. И недавно она мне позвонила и попросила в Беллинсоне забрать там одну штучку. Вот, потому что она знала, что я, скорее всего, в ближайшем будущем приеду в Кур и смогу ей ее передать. В общем, я сегодня с утра сгоняла, забрала. Написала ей, что забрала. Так что, наверное, на следующей неделе поеду в Кур. Немножко буду лучше себя чувствовать. Сегодня совсем расклеилась. Но за грибами не удержалась. Иду проверять. Дети говорят, мама, у тебя грибная зависимость. Куда ты больная идешь? Ну, я не могу. Я знаю, что еще пару дней и грибов не будет вообще. Уже конец октября месяца. Поэтому иду проверяю. Вдруг что-нибудь наберу. Набрала немножко опяток. Всяких разных. Те немножко вот отличаются еще. Позвоню Викусику, проконсультируюсь. Еду домой. Нам минут через 20 надо уже выходить на автобус. Едем снова в гуманитарный центр получать продукты. Сегодня мы получали продукты в другом месте.
от этой же ассоциации, но позвонила, вернее, написала нам женщина с ассоциации и сказала, что территориально вам будет удобнее в другом месте получать. Говорит, давайте вы будете ездить туда. Доставай, Ксения. Мы не против. Тут нам дали 2 пачки яиц по 6 штучек, да, 12. Такое замороженное макароны с пастой болоньезе, да? Болоньезе или что? Нет, со шпеком. Типа с салом, с беконом. Укроп. Надо заморозить его, порезать. Где они берут? Я вообще тут укропа не найду. Он стоит как крыло от самолета. 2 напитка каких-то кофейных. И упаковку с тестом. Тоже я такие не знаю, где они такие берут. В Копе, наверное, продаются. Какое-то тесто на какие-то булочки. В другой сумке 3 хлеба. Доставай, Зая. Угу. Серый, белый и какой-то еще багетик, не багетик, хлебушек. Это нам дали какую-то заметку, тоже надо почитать будет. Пиво. Сколько он? 2, по-моему, да? 3 пихал, я говорю, хватит 2. Кока-колы тоже 2 баночки кока-колы. Угу. И 2 банки фасоли консервированной в томатном соусе. И пачка риса вот такого. И еще одна торбочка. В одном пакете фрукты, в другом пакете овощи. Опять тут виноград, по-моему, авокадо, яблоки, лимоны. Надо будет их с сахаром и заморозить. Здесь салат зеленый, перец, огурец, по-моему, пару редисок. Еще какой-то салат, 2 вида салата. И здесь овощи, много цукини вижу. Морковка. И, по-моему, пару картошек. Ксения, будем икру делать кабачковую и морковку по-корейски приготовим.